Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. И перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, я хочу сыграть с вами в игру. Напишите в комментариях, как вы думаете, с какого числа этот данный ролик лежит у меня в папочке на комментирование, а? Давайте так вот, такая минуточка интриги, растянем, пока вы там пишете в комментариях, все такое, все, ну, там, потом подобное. В общем, этот ролик лежит у меня с 3 апреля. Здесь у него ранг ладья, а вот какая ладья, не знаю. В апреле там, по-моему, плюс-минус пару дней скинулись все ранги, соответственно, все стали ладьей, кто был раньше ферзем и тому подобное. Поэтому на ранг мы сейчас особо не обращаем внимания и будем наслаждаться данной каточкой. Поэтому, ребят, всем приятного просмотра, кто смотрит, всем приятного аппетита, кто кушает, кто засыпает, приятных снов. А кто работает, то хорошего вам дня рабочего. Надеюсь, будет все замечательно, шикарно и тому подобное. Как вы слышите, у меня голос почти вернулся полностью, в полной мере моих сил. По крайней мере, знаете, мое самочувствие отлично. Я счастлив. Осталось только на этой неделе сдать анализы, что у меня там с печенью и тому подобное. И, в принципе, все. Если там все шикарно, все замечательно, я буду сиять от счастья. Короче. Что здесь будет в этой каточке? Не знаю. Потому что правильно. Я не смотрю каточку от А до Я, чтобы вместе с вами пережить вот эти вот все эмоции и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Так, жадную рукавичку взял, хорошо, но перед этим не прочекал, есть ли у противника орк-охотник. Ну, орк-охотник, либо же фурион. Но на самом деле часто берут суммонеров со старта, поэтому, в принципе, взять жадную рукавичку со старта, ну, не зазорно и почему бы и нет. Но я бы на самом деле добавил бы этой рукавичке какую-то скорость атаки. Допустим, плюс 20, чтобы она реально соответствовала Мидасу из Доты. Вот. Это было бы прикольно. Либо же... О, скиллует. Гоблин-убийца со старта. Хорошо. Уровень возьмешь? Возьмет, конечно же. Арканцы. Вот арканцы это на самом деле зачастую универсальный предмет, который вот реально хочется брать. Реально хочется брать эти арканцы. Проверил, достает ли до края. Достает, все окей, все отлично. Вот. Кстати, ребят, хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно для этого сделать. Поэтому переходим на эту ссылочку, читаем, соответственно, что нужно сделать, и, в принципе, все. Все, скидывай мне каточку, я буду это комментировать. Там охотников тонна, тьма тьмущая. Даже, ну, кстати, вот смотрите, сейчас у него рукавичка бездельничает. О, гоблина со старта, это хорошо. Бездельничает, потому что нету никаких суммонов. Но, я думаю, в дальнейшем появится. По крайней мере, надеюсь на это. Так, ну куда ж без резачка. Резачка мы керим. Я бы, на самом деле, на его месте сейчас бы Дискорд скипнул, потому что у него нету магических героев, а Дискорд, он просто, ну, висит вот так вот шмоточкой и чилит. Не, ну есть, конечно, Тинкер, который ты можешь 3 ракетки закинуть, но стоит ли она того? Ну, такое. Ну, ладно, окей. О, кстати, нет, есть орк-охотник. Все, сейчас импакт от рукавички будет. Сейчас плюс 1 монетка сразу появится. Бэм! Не, на самом деле, рукавички это лютая тема. Мне она очень нравится. Я бы, на самом деле, даже, знаете, ей КД уменьшил бы. Ну, типа, 60 секунд. Это, типа, ок. Но, типа, не ок. Ну, типа, да, ну, типа, нет. Я бы сделал 30 секунд, чтобы хотя бы 2 раза закаточку можно было бы юзнуть. Кстати, отличный баф гоблинов, шикарнейший баф гоблинов, и Тинкер просто затащил эту игру. Но я так полагаю, нужно, чтобы Тинкер был, что правильно, 2 звезды сейчас. Давайте, держим кулачки. Ну ладно. И ничего возьмешь? Не возьмет. Пу-пу-пу. Он покупает богов, значит, здесь будет что-то, какой-то контент с богами. Ну и судя по тому, что у него орки стоят. Так что да, скорее всего, в действительности здесь будет контент с богами. Интересненько. Пока что интригующе. Ребят, напомню, кто не подписан на меня, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не до миллиона недалеко. И поддерживайте меня лайком, соответственно. Под каждым роликом ставим лайки. Ставим, не стесняемся. Все, работаем.
Ну вот, кстати, ребят, я там в нескольких роликах говорил о том, что я реализую конкретную сборку, если соберется 50 лайков. Ну, что-то как-то лайки очень туго идут. Типа, под теми роликами, где я это сказал, собралось, ну, по 35, по 37 лайков. Поэтому, что, настолько неинтересно, чтобы я попытался конкретную сборку взять. Я сам себе челленджи нереальные кидаю в моменте. О, решил в моменте пойти в лустрик. Интересно. Интересненько. Ну, в принципе, ладно. Решил лустрик, так лустрик. Хотя там тоже там есть чел, который играет на жрецах. Кстати, можно же арканцы закинуть в этого тролля. И он раньше накинет свой щит. А, соответственно, чем он раньше накинет свой щит, тем он быстрее спадет. А быстрее спадет, соответственно, быстрее он будет получать в табло. Ну, короче, можно грамотно поиграть с этим жрецом, чтобы он ману там повосстанавливал, все такое. О, усиление. Вдруг откуда ни возьмись усиление. Ну ладно, в принципе, на мобов будет хорошо. Хотя я бы даже его стол сейчас бы просто выставлял. Кстати, все орки в катке есть. Но орков нет у него. Орки ему не идут. И он негодует. Видели, там мышка только что так... Крутил, вертел, говорил типа: где мои орки? Где мои орки? Орки из Ингарда. Блин, у нее хороший стол сейчас. Но пока что он в него не верит. Не верит и не верит. Хотя мог бы взять уровень, поставить себе 3 мефов, гоблинов. О, так он тут в любом случае выиграл. И поставить богов. Чел даже смайлик сейчас закинул ему типа: а, ты пришел ко мне. Ну да, он здесь проиграл. Чисто битва за лустрик. Вообще я обожаю, когда несколько человек играют через лустрик. Идеально. А обожаю я вдвойне, когда у меня есть хорошие фигуры. Поставил пандочку и есть кунг-фу. Ну, кунг-фу брать он не хочет. Зато Джаггер есть, кстати. Угу. Панду продал. В принципе, окей. Не верит теперь в панду. Слишком поздно она пришла. Пришла бы она немного раньше, тогда бы можно было бы что-то придумать. А так как она пришла поздновато, придумывать ничего не будет. Кстати, я говорил уже несколько раз, и еще раз повторю, ребят, что конкретно добавить в рубрику «Комментирую игры моих подписчиков». Что бы вы хотели увидеть, услышать, может что-то раскрывать, может какие-то там моменты. Короче, вы услышали мой вопрос. Все, жду на него ответ. Блин, неплохо ему идет. Сейчас мобы. Посмотрим, что ему по реликвии упадет. У него по деньгам все окей, по хпшке все окей. Чувак АДК там уже пришел. Но ДК не приговор. О, там чуваку орг-жрец пришел. Вот это я понимаю. Вот это наслаждение. Ага, жрицу поставил. В принципе, почему нет? В принципе, почему бы и нет? Жрица на самом деле может хорошо подхилить со старта. Рукавичку скипает. О, плюс 300 хп. Пойдет. Сюда. Сюда эту прикормку. Может выйти в 30 монет, продай 2 аксов и продай... Ну, Марса продай. Типа ты все равно через лустрик сидишь. Можешь так сделать. Марса ты найдешь. Акса ты в любом случае продашь. Не. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Хаотичный договор, имбулька. Теперь он может спокойно. Но на самом деле он себе сделает сейчас 7 лустрика. А потом, наверное, выставит стол, кстати. Усиление. Смотрите, сейчас Акса продаст. Я что-то подумал, что он Акса продаст в моменте. Ну ладно. Ну, как по мне, ему надо было на 10-м раунде продать вот эти вот Аксов, Марса, выйти в 30 монет и получить уже 40 монет плюс-минус у него было бы.
Ну, хозяин, как говорится, барин. Сейчас сделать себе 7 лустрика, а потом уже выставить свой стол. Кстати, 3 баф людей ему пришел на изичах. Давай сюда эту прикормку, почему нет? Вспоминает, что делают бафы. Кликает по ним такой, так. 6 богов. Что делают боги? Что ж делают боги? Не знаю. Мгм. Да тогда поставь себе немножко сильнее стол. Почему нет? В любом случае, ты же сейчас как бы через лустрик, но не через лустрик. В любом случае, хаотичный договор есть. Не хочет слишком сильно себе стол делать, судя по всему. Я его понимаю в этом плане. О, там чел тоже будет играть через богов орков. Но в Маморе у него почему-то хусики. Интересно. Чел на лустрике играет. Но тут он его вынес. Ему в этом моменте просто надо будет в последних раундах тупо сыграть через лустрик. Если, допустим, он будет жестко побеждать. А, не, ладно, я забираю свои слова назад, он проиграл раунд. Я чуть подумал, что он выиграет раунд. Шесть лустрик, это хорошо. Надо еще один лустрик. Может, пора продать Аксов и Марса, а? Ладно. Решил поступить так, ну окей. Тогда поставь и богов немножко. Почему нет? Зачем тебе жрецы? Рубика поставь. Поставь Рубика! Ну ладно, не хочет, не слышит меня. Миндальная связь у нас сегодня не работает с ним. А вот рукавичку бы не скипнул, а скипнул бы Дискорд. Кабанчика бы схавал. Ну, смотри, сколько ошибок сразу. Не, на самом деле, как по мне, рукавичка это лютая тема. Я бы не скипал рукавичку. Много дает рукавичка. Но у него все хорошо. У него по деньгам все ок. У него в принципе все ок. 74 хп, 50 монет плюс. Скоро 7-й. Все шикарно. И еще дальше на лустрике стоит. Он еще и получил предмет сейчас третьего тира. То есть хаотичный договор, если что, вдруг кто не знает, как он работает, то хаотичный договор работает следующим образом. Он сохраняет ваш винстрик, либо же лустрик. Только один момент. Его надо юзать заранее. Юзать заранее, потому что если вы юзнете во время раунда и вы видите, что там проиграете, то хаотичный договор работать не будет. Это важный момент. Много кто писал, типа, что хаотичный договор это такая шляпа, что она не работает как надо, тому подобное. А на вопрос, как вы делаете, там ответ был простой. Делают криво максимально. Но на самом деле об этом нигде не указано. Но обузить эту реликвию нельзя, к сожалению. Если бы можно было обузить эту реликвию, было бы хорошо. Но нет. У нее реально пока что все отлично. Он будет идти сейчас в уровень, в уровень, в уровень, в уровень. Может, богов? Не? Ну ладно. Воинов поставил. Богов поставил. Да определись-то, а? Кстати, если играешь через богов и орков полноценных, то на самом деле, лучше не спешить с юзанием баночек. Потому что если ты соберешь ранних 6 орков, ты получишь максимальный баф по хп. И если ты видишь, что ты там проигрываешь, то ты, соответственно, можешь поюзать эти баночки. Но тут обоюдоострый меч. У него, видите, какой пинг? Его может в моменте так пропинговать, что он не успеет заюзать эти баночки. Вот так вот. А если еще будет жестче, то тебя может выкидываться из игры. И все. Живи, а? Молодец. И мне что-то на меня показалось, что он сейчас проиграет. О.
Опа. Опа. Драконий рог имба. Он будет играть здесь через богов-орков, поэтому драконий рог это реально имба. Хороший предмет драконий рог. Так как он будет себе брать орка-шамана пятерочку по-любому. А значит, драконий рог это лютая тема. Ему нужен будет драконий рог, ему нужен жезл третьего тира, то есть посох третьего тира, который на 20 стаков. И все будет замечательно, жизнь будет прекрасной. Но инчу не покупает, не обузит инчу, почему, не знаю. Инча это инвестиция в лучшее будущее, особенно когда ты вот так вот играешь через лустрик. Одна монетка лишней не будет. Баночки неплохо ему хпшку восстанавливают. Вот, а кстати... А почему не выставить свой стол, чтобы поменьше получать? Вопрос. Типа, если парочку фигур заберет, то отлично. Вот так вот играть чисто через лустрик, как по мне, такое себе. Как по мне, лучше всего это играть через лустрик и получать по самому минимуму. Ну ладно. Окей. Хозяин барин. Просто сейчас он максимально получает. И это прям печально. Сердце крови обливается от такого. Давай Дума ставь. Дума ставь. Не, я на самом деле на его месте бы выставил бы стол посильнее, типа, чтобы просто поменьше получать, меньше терять хп. Да, там сильные столы, но если заберет парочку фигур, будет хорошо. Но если на сумо нет, конечно, парочку фигур сверху, тогда будет плохо. Тогда будет очень плохо. Тогда будет 5-я точка Бубо. Хотя у него хаотичный договор еще есть сверху. Там он может вообще максимально усиливать свой стол. Но ему орки вообще не идут, если так подумать. У него тупо нету орков нормальных. Ну, посмотрим. Может, сейчас, в скором времени, там ему придет сейчас орк-шаман пятерочка. В 2 звезды ранний. И все, и жизнь удалась. Может, усилим стол? Угу. Решает паролить. У него орки там есть уже. Ладно. Орка, а не охотника. Взял. Окей. Рубика продаст, чтобы выйти в монетки или нет? Может, жрицу продаст? Никого не продают. Окей. Окей. Интересно, что ему сейчас за предмет третьего тира упадет? Если ему упадет посох третьего тира, будет шикарно. Только ему нужен хотя бы как минимум джаггер. 2 баночки по 4 хп восстановила, шикардос. Но от Леона никакого прока особо нету. Угу. Может уже выставлять орков. Хорошо. Интересно, будет идти он сейчас в уровень, или он будет, соответственно, ролиться? У него по хп не очень хорошо все, поэтому, ну, я думаю, будет ролиться. Типа 43 хп у него осталось. Это плохо. 43 хп это очень мало. А ну, Шлемарес упадет или что? Бус это хорошая тема. Мамора.
Но он пока что, я думаю, никого засовывать туда не будет, Мамору. Димаг не берет. Угу. Угу. Это хорошо. Хорошее ему усиление сейчас пришло. Ну, посмотрим. На самом деле придет ему орк-шаман. Будет шикарно. Он сразу активирует Мамору, закинет туда в Маморку орка-шамана. Он приходит ему в 2 звезды, и будет все замечательно. Ему останется, по сути, найти посох 3-го тира и найти огним. И все. И это будет развал кабины. Развалит всех и вся. У него все нужные предметы, по сути, есть для этого. Ему еще хорошо фартануло по боссам. На самом деле, на богах-орках так приятно играть. У тебя все герои, они импактовые. Ну, Акс бесполезный немного, но все герои импактовые. Один суммонит, второй суммонит, третий сайленс накидывает, четвертый вечно крутится. Крутится, мутится, движ. Все дела. Вопрос на засыпку. Будет он дальше идти в уровень или не будет идти в уровень? Ему в идеале бы взять хотя бы 9 на 9 уродиться, чтобы у него был 3% шанс на легендарную фигуру. Но, как говорится, если легендарная фигура должна прийти, то она придет и на 1% шанс. По крайней мере, я сколько раз видел таких скилловичков, которые на 8 уровне находятся за пару раундов, 2-звездочную легендарную фигуру, без всяких там шлемов, РДС и тому подобное. Сколько раз я такое видел? Да миллион раз я такое видел. Но пока что, тьфу-тьфу-тьфу, у него все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Дум под богами — это приятная тема. Столько думов может накинуть. Ему бы орк-жрец еще не помешал бы. Для суммончиков. О, жрица 2 звезды. Тайм-то усиление. Будет ролиться? Или может уровень? Будет, походу, ролиться и дальше, пока не найдет себе легендарную фигуру. Шанс 1%. Окей, поехали. Окей, поехали. Посмотрим сейчас, какой у него скилл. Дорастет ли у него скилл до легендарной фигуры или не дорастет? Тут дух пятерка еще есть. Можно идеальную комбинацию сделать. Дух пятерка плюс орк-шаман плюс орк-чернокнижники. Просто всем срывать кабину. Это будет очень сильно. Так, бульдог там прервал стрик. Чувачку. Будет посох 3-го тира, он будет четкий. Будет урона у него тонна. О, орк-жрец. Сюда. Вместо Акса. Удивлен? Ни грамма. Кто в первую очередь выкидывается из ненужных фигур? Акс. Там бог-жрец собрался, это неприятно. Ему надо будет против бога-жреца что-нибудь искать. Да, сильные столы тут. Почти Тракса 3-звездочная. С орком-шаманом 2 звезды он здесь намутит движа. Особенно если ему еще и ранее Ганим упадет. Как по мне, надо брать уровень. Хотя 43 хп. Не факт, что он найдет просто легендарную фигуру. Шанс 1%, то, что ему придет легендарная фигура. Если ему придет легендарная фигура, это будет жестко. 1%. Дума. О-о-о.
А теперь смотрите. Закон подлости в собственном соку. Сейчас, на следующем раунде, либо же в течение 2 раундов к нему придет орк-шаман. Вот как вот этому молодому чуваку пришел орк-шаман. В 1 звезду на 8 уровне. Но это скилл. Это скилл и ни капли мошенничества. Скилл в собственном соку. Ты там стараешься, пыхтишь, кряхтишь. Хочешь найти себе фигуру, сделать классный контент. А какому-то чувачку, я не удивлюсь, если он даже сейчас найдет его в 2 звезды. Не удивлюсь ни грамма. Запомните мои слова, не удивлюсь. Ни грамма не удивлюсь. Боже, как ему шикарно идут фигуры. А тебе тут больше нечего искать. Тебе надо Аганим искать. У него все идеальные фигуры, точнее, все идеальные предметы сейчас упали. Ему тупо теперь нужен только Аганим. Инвокер. Давай сейчас орка-шамана, чтобы было максимально обидней. Ты что же засунул в Мамору Дума? Чтобы тебе было максимально обидно, надо, чтобы тебе пришел сейчас орк-шаман. Придет орк-шаман, я думаю, у него челюсть отвиснет. Хотя на самом деле у него сейчас отличные предметы. Типа, по предметам ему фартит, по фигурам сейчас не особо. Но мне больше интересно вот этот топчик, который нашел на 8 уровне себе орка-шамана. Сможет ли он его сейчас максимально быстро найти в 2 звезды? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что по закону подлости так должно произойти. Должно. Короче, я там рассказывал историю в сегодняшнем ролике, но все же расскажу еще одну историю. Еще раз эту историю вдруг кто не слышал. У меня кошка в моменте каким-то образом выключила мне микрофон. Выключила этот микрофон, а я этот момент как-то не доглядел. И я 40 плюс минут общался сам с собой с выключенным микрофоном. 10 из 10. Записал контента, так сказать. О, Джаггер откис. 9000 урона у молодого. Да, это жестко. А попа-то болит. А попа-то болит. Ну чё там жестко такого орка-охотника выкатил раннего еще с некрами, с рогом войны. Нормас, нормас. Там еще есть инсектоид. Но инсектоид, я думаю, он порвет. Меня больше опасает этот чел, который играет через жрецов. Чел, который играет через жрецов, может устроить лютую поплаву ему. Может его, так сказать, жестко взорвать. Жестко. В самом деле игра перевернется, когда ему придет орк-шаман в 2 звезды. Тогда игра перевернется. Тогда игра станет на его пользу. У него все хорошие предметы, ну, которые нужны под этого орка-шамана. Вот этого чувака ник. Пупучача. Ну, это такое. Тут он его вынесет сейчас спокойно. Даже глазом не моргнет. Или не вынесет. Да не, вынесет. Или не вынесет. Чё-то как-то слишком больно. Чё-то как-то слишком больно его выносит. 13 хп у молодого осталось. 13 хп. У него в Маморе сейчас находится Дум. Он 2 из 9 уже сколько раундов? 4? Ну, вкусно, вкусно. Что поделать? Вкусно. Вкусно и одновременно грустно. (13 хп). Но у него сейчас очень жесткий баф от орков. Он сейчас очень плотный.
И как же ему сейчас фартануло, что Джаггер не взялся под контроль. Очень фартануло ему то, что Джаггер не взялся под контроль. Взялся бы Джаггер под контроль, ой-ой-ой. Было бы ему так больно. Ну, вот тут выносит, отлично. Так, минус бог-жрец. Все, замечательно, прекрасно, отлично. Минус бог-жрец. Чё, даже ливнул заранее. Оу. Оу, май. Зевс это хорошо. Зевс это то, что доктор прописал. Так, ну давай. Дум в 2 звезды. Отлично. Я бы его не трогал бы. Я бы его оставил как есть. Пусть сидел бы там. Качался. Подкачался бы. Ему надо 56 монет, чтобы 10 взять. И, в принципе, он может выставить для сильности вот такой вот стол. И, в принципе, будет неплохо. Единственное, что чел тот, который с ником Бульдог, может к нему прийти и дать по щам. Но это уже такое. Ему самое главное найти орка-шамана. Орк-шамана в 2 звезды, плюс дух, 5 в 2 звезды. И будет разрыв лютый. Аганим еще нужен. Аганим нужен... Как кровь из носа. Но он здесь поплотнее. Должен немножко пожить. Живет. Отлично. 13 хп. Живи! Крутись, 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 крутись. Дамаж. Давай. 4 хп. Ай-яй-яй. 4 хп. Ладно, сейчас раунд с мобами, он потерпит. На следующем раунде он возьмет себе 10-й. И будем надеяться, что это ему поможет. Сложная игра. 4 хп. 4 хп. Но, в принципе, сейчас многие начнут отлетать. Многие начнут отлетать. Надо орк-шаман 2 звезды. Орк-шаман 2 звезды будет, все будет хорошо. По крайней мере, я в это верю. Сейчас интересно, что ему за религию упадет. Но через Джаггера трудно играть. Либо ему Зевс в 2 звезды нужен, чтобы вот ваншотать, пытаться хоть как-то. Либо же, не знаю, надо будет смотреть, думать. В действительности Зевс в 2 звезды может ему помочь. Там еще один бог. Ой, вот это тот чел, который бог, орк и жрец, это тяжко будет. А ситуация-то патовая. Сейчас прикиньте, за пару роллов он находит себе орка-шамана в 2 звезды. А? Смотрите. Ну ладно, импресска есть. Зевс. А Зевс это хорошо. Рейд ночных зверей. Ну, была не была в любом случае. Тут у него осталось пару раундов. Либо же сейчас ему приходит очень жестко за пару раундов, либо же ему не приходит ничего. И это конечная. Это конечная будет. Я держу за него кулачки. 4 хп. Так, чел с орком-шаманом. Дум прилетел в Зевса. Плохо. Радует то, что вражеский жрец не суммонит Дума пока что. Это очень радует. Но он вот, по-моему, выносит. Да, он вот тут выносит. Он даже сейчас, скорее всего, отправит его в next игру. Ах, минус 39. Не-не-не.
Да-да-да. Да-да-да. Не, да. Вот это идеально ему пришло по предметам. О, орк-чернокнижник. Рожь. Хан, орк-шаман. Нормас. Ему даже хан пришел. Но хан ему тупо некуда засунуть. Ага, в принципе, у орка-шамана сейчас он больше верит. Не осуждаю, понимаю его. Орк-шаман — это в действительности то, что доктор прописал. У него еще такие предметы под этого орка-шамана, что там, ну, будет разрыв. Хотя урона пока что маловато. Нет, 2 звезды хотя бы надо. Хотя... Нормально он их там душит. Сейчас посох 3-го тира настакается, и все. И финита ля комедия. Все. Камбэчная пошла. Ему теперь бы духа 5 сверху, знаете, вот чтобы там последний гвоздь в крышку гроба забить. А у него хаотичный договор тут. Обидно, обидно. Так хотелось винстрик получить. Ладно, верим в то, что он сейчас найдет себе... Верим, короче, в то, что он найдет себе сейчас его в 2 звезды. Только находит 2 звезды, то все. Будет весело. Сейчас за пару раундов бам! И найдет. Зевс, кстати, в 2 звезды очень хорошо ему поможет. Там тупо ваншоты будут прилетать. Чел на 9 уровне уже нашел орка шамана. Но там у него орк шаман такой себе. Не очень сильный. Не очень сильно, потому что у него нету там богов. Были бы боги, было бы совершенно все иначе. Как же ему нужен орк-шаман? И Зевс. Орк-шаман и Зевс. Все, это лучшая комбинация. И Гримтача в 3 звезды, чтобы Сайленс по всем летел. Хотя он не так бы... Ну, короче, я имею в виду Дум. Дум минус отхил, все дела. Ну что ж. Там, кстати, если я не ошибаюсь, у Хускара есть блинк. И он блинковался как раз в этот угол. Если я не ошибаюсь. Так, елка. Хускар, да, у него тут блинк в этой стороне. Это плохо. Ой-ой-ой, там... Минус стаки на посохе. Нет! Но он его вынес все равно. Дум имба. Вот стаки на посохе потерял, обидно. О, безоруж. То, что... Блин. Как хорошо. Выключать кому-то руку, это прям... Прям то, что надо. Можешь оставить пока миссы все-таки. Какая-никакая надежда на миссы не хочет. Ну, в принципе, рок войны тоже хорош. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нужен одно усиление и все. Сейчас либо яйцо, либо орк-шаман. И все. И конечное. Он здесь всех вынесет. Но у него... Давайте будем откровенно честными. Предметы ему идеальные упали. Все с первого раза как надо пришло. Все с первого раза как надо ему пришло. Ой-ой-ой, как нас памил. Минус 23. Ну давай. Одно яичко и все. Инсектода может не бояться. Вообще. Он его и так снес. У него 14 хп осталось. Все. Вот это вот камбэк. Вот это вот отлично. Не, ну я, конечно, еще загадываю наперед, конечно, но... Но все же. Ему предметы идеальные упали. С первого раза все как надо. Всегда бы так. Знаете, вот в каждой бы игре собирать идеальные предметы. Было бы просто песня. Но... Сейчас будет рейд ночных зверей, двойные мобы, все дела. Сейчас ему еще оттуда нападает хорошо.
Там бессмертие, сейчас ему БКБ, рефрешер, вот такое вот. Рефрешер хорошо будет вообще. Сразу 2 тучки наложит на них. Цепочка неплохо будет, контроль. Мифриловые доспехи, отлично. Ну, там дума ни у кого нету, поэтому плевать как-то на эти мифриловые доспехи. Если бы там был у кого-то дум, то это другое дело. Так, БКБшка. Отлично. О, взгляд Азеса. Боже, да как ему... Ну, вот посмотрите на эти предметы. Вы посмотрите на эти предметы. Вот цепочку я бы, конечно, не скипал. Цепочка хороша. Хотя, если там есть у кого-то дум, мифриловый доспех его подсейвит. Давай, яйцо. Яйцо! Ну все, ребят. Что может быть идеальнее, чем вот это? Что может быть идеальнее, чем вот это? Дума у противников нету, поэтому, в принципе, он может спокойно вместо мифрилового доспеха обратно вернуть себе бусы, чтобы был отхил. Поэтому ну, ему они, в принципе, и не нужны сейчас будут. Но я бы на всякий случай все-таки бусы бы забрал бы обратно. Ну, это все. Типа, вот. Там 4 бессмертия у импрессочки. Но это ей не помогло. Не помогло. Пока. Дай мифриловый доспех, давай. Дезолятор. Не, взято за составь. Вот дезолятор, да. Ну, о. А, ну. Что только что произошло? Он вынес инсектоида, инсектоид вынес охотника. Все. Вот как-то так. Вот как-то так. Красота. Но за то, что инсектоид наказан, это тупо лайк. Закаточку такую тоже тупо лайк. Но по предметам фартило нереально. Серьезно, с первого раза нашел все нужные предметы. Лайк. Добавить мне нечего. Крутая катка. Крутая катка, вот и все. Вот и все. Крутая каточка. Что думаете по поводу этой каточки вы, соответственно, пишите в комментариях. А также не забудьте поддержать меня лайком. А кто не подписан, обязательно подпишитесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!